В жизни каждого кондитера наступает момент, когда хочется купить новый миксер. Цели и задачи могут быть разными, выбор моделей огромный. Наш курс посвящен экономике домашней кондитерской, так что мы разберем выбор нового миксера с точки зрения рентабельности. Моделируем ситуацию. Начинающий кондитер созрел для покупки планетарного миксера. Мы не будем останавливаться на характеристиках, цвете или объеме чаши. Наша задача разобраться, из какой ценовой группы миксер будет оправдан для конкретного кондитера. Сначала определимся, какие группы по цене мы сможем найти. Я просто ввожу в поиски «Купить планетарный миксер» и смотрю на актуальные предложения. Первым можно выделить бюджетный сегмент. Это до 10 тысяч рублей. При этом цены начинаются от 3000. Модели могут быть как с ручным миксером, который ставится на специальный постамент. У нас он есть видео вот здесь. А также уже с полноценной чашей, как у нас вот в этом видео. Если кому интересно подробно разобрать плюсы и минусы бюджетных моделей, то напишите в комментариях. При большей активности обязательно запишу отдельный ролик. Ну и подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Второй ценовой сегмент — это примерно до 25 тысяч рублей. Это уже может быть полноценный планетарник узнаваемой фирмы. Дальше сегмент дорогих миксеров. Цена в районе 50 тысяч рублей. Есть еще один сегмент, это профессиональное оборудование, но в рамках домашней кондитерской мы рассматривать его не будем. Отмечу, что цены могут быть 100 тысяч и более. Остановимся вот на этих трех вариантах. До 10 тысяч, до 25 тысяч и до 50 тысяч рублей. Теперь давайте сделаем остановку и внесем ясность. Я не пытаюсь объяснить, какой миксер лучше. Сейчас мы говорим именно с точки зрения рентабельности оборудования, то есть о экономической эффективности. Я покажу, что нужно знать с точки зрения экономики при покупке нового оборудования. Ну а расчет и принятие решения остаются за вами. Вся бытовая техника имеет гарантийный срок. К примеру, KitchenAid дает на свой миксер гарантию от 2 до 5 лет. На вот этот миксер за 46 тысяч рублей гарантия 2 года. Я не буду искать срок гарантии для каждой модели. Примем, что бюджетный сегмент имеет гарантию 12 месяцев, а те, что подороже, 24 месяца. Мы с вами уже считали амортизацию оборудования вот здесь, вот в этом ролике. Сейчас похожая ситуация. Делим цену миксера на месяцы гарантии. 10 тысяч делим на 12 месяцев, получаем 833 рубля в месяц. 25 тысяч делим на 12, получается 2083 рубля в месяц. И 50 тысяч делим на 24 месяца, так как мы взяли гарантию на 2 года, получаем также 2083 рубля в месяц. Получается, что миксер должен зарабатывать на свою окупаемость в первом случае 833 рубля каждый месяц, а в остальных случаях чуть больше 2000 рублей в месяц. Много это или мало? Все зависит от эффективности использования. Если вы делаете 10 тортов в месяц, в каждый из них нужно закладывать 83 рубля для первого случая и 208 рублей для второго и третьего. Причем это не отменяет все те затраты, о которых мы говорили в этом курсе. Работа, продукты, развитие. Это дополнительные расходы на амортизацию всего одного миксера. Если вы вышли на уровень одного заказа в рабочий день или 22 заказа в месяц, то эта цифра уменьшилась до 38 рублей для бюджетного миксера и 95 рублей для миксера подороже. Какие выводы мы должны получить из этих расчетов? Если вы твердо уверены, что домашняя кондитерская — это дело вашей жизни, и в ближайшие несколько лет вы будете этим заниматься, если вы имеете клиентскую базу, следите за ней и расширяете, имеете стабильный поток заказов, подчеркиваю, небольшой, а именно стабильный, то вы вполне можете позволить себе оборудование среднего или дорогого сегмента. Если вы только начинаете, постоянных заказов еще нет, если вы знаете, что это временное занятие, к примеру, на период декрета на пару лет,
то целесообразно будет взять более дешевый сегмент. Куда ж без примера из моей практики. На старте у меня был обычный ручной миксер. Когда количество заказов подросло, я стал задумываться о планетарнике. Но какой мне нужен, я не понимал. Какая мощность, какой объем чаши, дополнительные насадки и функции. По итогу для старта я купил миксер из бюджетного сегмента. На тот момент он стоил около 6000 рублей. Он прекрасно отработал 3 года. Полностью окупился несколько раз. Первыми из строя вышли венчики. Это, кстати, распространенная проблема. При покупке обращайте внимание на гарантию венчиков. Она может быть меньше, чем у самого миксера. Сам миксер у меня тоже уже поушатался за столько лет постоянной работы. И было принято решение купить новый. Снова взял бюджетную модель. Пришел к выводу, что они очень быстро окупаются и при любой поломке можно смело менять на новый, даже не заморачиваясь с гарантией. И еще пару важных моментов. Первое – это гарантия. Всегда нужно быть готовым к поломке. Даже если вам все отремонтируют бесплатно, это займет много времени, особенно в регионах. Просто подумайте, как вы будете поступать в экстренных ситуациях. Можно взять у знакомых или выкрутиться ручным. Как говорится, предупрежден, вооружен. Всегда напоминаю, что репутационные потери самые страшные. Подумайте о решении такой проблемы заранее, и вы сэкономите кучу нервов в тот момент, когда это случится. Ну и второй момент. Это функционал оборудования, которое вы планируете купить. Любая дополнительная фишка в вашем миксере, к примеру, насадка блендер или мясорубка, добавляет стоимости. Перед покупкой оцените, что именно вам нужно, и не переплачивайте за неиспользуемые функции. Окупать придется и их.